Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео специально посвященный Дню Святого Валентина. И я решила записать для вас ролик про любовь, секс, отношения и взаимопонимание со Скорпионом. Да, это особенно актуально в этом сложном месяце. Февраль всегда является месяцем сложным, несмотря на то, что у нас Валентинов день. Но почему-то у многих он проходит всегда грустненько и печальненько. Поэтому, ребята, для того, чтобы не наступать на грабли, сейчас расскажу, что же вам такого нужно делать, чтобы ваш Скорпион навсегда был ваш. Для того, чтобы он был не просто вашей собственностью, а вашим роскошным и классным Скорпионом, с которым вам хорошо. Поехали, готовы? Ну что, Скорпион, если вы не боитесь, если вы из отважных, то ваш партнер Скорпион, и вы прекрасно понимаете, куда вы попали. Конечно же, Скорпион – это максималист, 100%. Это знак зодиака, который в любой сфере своей жизни любит все отжать по максимуму. Будь это деньги зарабатывания, вот он не считает себя достойным Скорпионом, если он не заработал столько, что не может унести или вывести. Если же это любовник Скорпион, то он считает, что в постели должно быть все круто, супер круто и даже больше. Если же вы строите семью со Скорпионом, вы знаете, сколько всего ему надо, какие у него претензии, сколько всего он хочет. И здесь другой вопрос, почему у него этого нет, например, почему он хочет это от партнера. Ну, потому что, чтобы максимально постичь прекрасные отношения со Скорпионом, нужно понимать его логику и философию. Скорпион – это партнерский знак. Да, он, конечно, может все достигать сам, но он максимально счастлив, когда рядом с ним есть кто-то. И с этим кто-то он, естественно, хочет на всех максималках кайфовать, заниматься сексом, есть вкусные булки, ходить на свидания, ездить в приключения. Да, это не просто вот съездить на морюшке почилить, но это если Скорпион очень сильно устал. Ну а вообще Скорпиончик-то любит у нас максимальную рыбалку, так чтобы вот прям еле выжить, максимальные приключения, чтобы с походом куда-нибудь в горы, вот прям вот марш-бросок такой, максимально. У Скорпиона даже отдых на максималках. И здесь нужно прекрасно понимать, что в этих отношениях вы должны сил оставлять ни чуточку не меньше, чем Скорпион. Это вот, понимаете, такая история, когда не получится в полшишечки. Нет, это история, когда необходимо вот прям полностью, со всей страстью, со всей отдачей спросить, договориться, узнать. А может быть, мы это попробуем, а может быть, ты это любишь, а может быть, наоборот, все по-другому. То есть Скорпион – это тот знак зодиака, который не будет стесняться. То есть это, не буду приводить примеры, какой знак, каждый знак услышит про себя сам свое. И я надеюсь, каждый знак зодиака прекрасно понимает, кто он, для того, чтобы не снимать розовые очки. Да, когда мы все про себя знаем, нам становится жить максимально приятно и легко. Поэтому да, живя со Скорпионом, вы понимаете, что вам необходимо максимально классно и страстно с ним жить. Да, здесь такие моменты, когда все на максималках. На максималках отношения, на максималках любовь, на максималках страсть. И если вы уж решили жить со Скорпионом, то здесь, пожалуйста, понимайте, это тот знак зодиака, которому либо все, либо ничего. Это относится и постели, и вкусняшек, и отдыха, и деньгозарабатывания. Неважно, какие у вас отношения со Скорпионом, работаете ли вы с ним в офисе, либо же вы живете с ним дома. И здесь такая история, что не каждый знак зодиака может себе позволить такие отношения. Но если в вашей натальной карте сильный Плутон, сильный Марс,
или же Марс в Скорпионе, тогда поверьте, вы можете себе это позволить. Даже если в вашей натальной карте Луна в Скорпионе, Венера в Скорпионе, вы можете себе позволить эти отношения, у вас и есть на них энергетическая вот такая сила. И да, вы тоже черпаете энергию определенных своих планет именно в Скорпионе. Поэтому не надо стесняться некоторых своих граней, просто признайте, что они вам есть, и живите счастливо со своим Скорпионом. Одевайте красиво, одевайтесь страстно, потому что Скорпион любит, когда внешне человек выглядит красиво, страстно. Это обязательно красивые наряды, это красивый внешний вид, обязательно уход за собой. Эстетику никто не отменял. Конечно, неважно, возможно, вы потом все это снимете и разденете, но эстетика. Скорпион – это тот знак зодиака, который любит не только телом, но и глазами. На максималках, я же вам серьезно говорю. Поэтому да, дорогие мои, не надо стесняться своих таких моментов, просто понимайте, что нужно просто поговорить. Если наступил какой-то момент стеснения, недоговоренности, если вы чувствуете, что вы уходите в разные стороны, если вы чувствуете, что вы уходите по разным берегам, то здесь со Скорпионом есть два варианта. Он либо закрывается, даже три, я бы сказала, да? Он либо закрывается, либо он уходит, и, естественно, про похождение Скорпиона сложно, долго можно догадываться, да? Потому что они тщательно это скрывают. И третье, он начинает становиться злым Скорпионом, да, с которым становится не так уж и приятно жить. Поэтому, да, жить со Скорпионом, это говорит о том, что необходимо быть еще своего рода психологом. И, конечно же, да, как обычно и по классике, путь к сердцу Скорпиона лежит, конечно же, через голову, потому что со Скорпионом жить, психологом быть, и это нормально. Это нормально. Но для того, что вы хотите, чтобы ваш Скорпион был максимально счастлив, да, знаете, как это работает? Себе нужно быть максимально счастлив, радостным. Не то, что вот оголдела вот такая радость, нет. Нужно быть счастливым самим перед собой и понимать, что вот я с этим человеком счастлив, мне с ним хорошо. Быть честным, потому что Скорпион при всех его закидонах это такой честный и жестокий знак зодиака, который ложь и вранье чувствует на расстоянии. И если вот вы несчастны с ним, просто сразу скажите: мне вот не нравится, мне перестало нравиться, что-то случилось не то, а я знаю, что случилось. И здесь, конечно, лучше всего сразу идти и говорить, что не так, что нужно менять, по-нормальному, по-человечески. Поговорить. Путь к сердцу, да, путь к классным интимным отношениям всегда лежит через голову. Ну, вот такой вот ушел Скорпион, да, и не просто так через голову соединить там какие-то мысли, да, это же еще нужно сделать все красиво, тактично, аккуратно. Ну, возможно, настолько аккуратно и не получится, потому что Скорпион — это такой страстный знак зодиака, который быстро переключается, меняет картинку в том числе, но обязательно нужно всколыхнуть все те эмоции, которые были, потому что Скорпион, очень часто бывает, что Скорпион просто зашорился и перестали идти эмоции, а Скорпион — это эмоциональный знак. Поэтому здесь, мои дорогие, понимаете, что для того, чтобы Скорпион был классным любовником, необходимо разбушевать, я бы так сказала, этот океан эмоций. Да, эмоциональный знак, водная стихия, и эмоции должны бурлить. Что нужно сделать для того, чтобы были эмоции? Естественно, это разговоры, естественно, это танцы, страстные танцы, сексуальные танцы. Можете сходить на парные танцы, на латинские танцы. Просто вместе сходить в клуб, подвигаться, на дискотеке, без разницы, ребята. Это все пробуждает страсть и интерес. А Скорпион — это максимально страстный знак. И, конечно же, как любой другой, ему нужно, чтобы было интересно. Конечно же, не настолько интересно, сколько Водолею, да? Но Водолей просто ходячий эксперимент. А у Скорпиона это все эмоционально. И вот насколько у Скорпиона эмоционально, настолько он и будет вам отдаваться. Естественно, на максималках, потому что он будет любить каждой клеточкой своего
своего скорпионьего тела и души. Поэтому, дорогие мои любимые зрители, понимайте, что если рядом с вами закрытый скорпион, то здесь, конечно же, в силу воспитания, в силу семьи, с которой вышел человек, нужно это тоже понимать, что мы все родом из глубокого детства, из совершенно других рамок, норм жизни, и мы сейчас все растем, мы сейчас все развиваемся. И самое главное, не нужно признаваться себе там в каких-то таких сложных вещах, создавать себе драму. Нет, нужно просто признаться, что вы хотите, как вы хотите жить, и идти. Нужно становиться счастливым человеком для того, чтобы жизнь была интересной и наполненной. И тогда, естественно, постигаются все другие грани. Это совместное счастье вместе на долгие годы, прекрасные взаимоотношения, любовь, рождение детей. Зависит от того, чего вы хотите от этой жизни и на какую далекую перспективу вы смотрите. Потому что если у вас, конечно, так просто походить на выходных, повстречаться и расстаться, такое себе. Зря, не делайте так. Скорпион — это классный знак зодиака, с которым можно идти в долгую и преодолевать неимоверные трудности, с которыми можно расти, развиваться, строить семью, рожать детей и встречать прекрасные разные возрасты для того, чтобы рядом был тот самый верный и надежный человек. Конечно же, если вы нашли путь к сердцу Скорпиона. А если вы путь к сердцу не нашли, то все остальные сферы, конечно, будут провисать, и Скорпион, конечно, перед вами будет совершенно другим человеком, нежели он может быть. Поэтому, мои дорогие зрители, не бойтесь раскрывать Скорпиона. Это классный эмоциональный знак, и здесь будьте с ним созвучны. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что была полезна. Конечно же, оставляйте свои вопросы в комментариях. Какой вы знак зодиака, как давно вы встречаетесь вместе, сколько лет вы живете вместе. И я всегда рада почитать. И я желаю вам прекрасного Святого Валентина дня. Будьте счастливы, ребят!